Привет-привет! Меня зовут Людмила, и вы на канале Людмила Шпакова в потоке. Сегодня мы с вами сделаем разбор с таким названием. Какие чувства он демонстрирует, показывает, да? Что у него истинно к вам, и какие чувства он скрывает даже от самого себя. То есть, что такого человек вам подсознательно испытывает, что сам даже не осознает. Ну и мы с вами начинаем. У нас будет 3 позиции, выкладываю их перед вами. И начнем мы, как обычно, с сигнификации, для того, чтобы вы узнали своего мужчину. Значит, многие пишут: Людмила, у меня есть трудности с выбором позиции. Если у вас есть подобные трудности, вы можете просто прослушать сигнификацию всех позиций. Сигнификация – это характеристика вашего мужчины или ваших отношений. И вот если находите похожие черты, тогда это ваша позиция, ее и слушайте. Значит, и сигнификация не обязана совпадать на 100%, потому что это общие расклады. Вы должны понимать, я их делаю не конкретно для вас, да, а для очень большого количества людей. Итак, перед вами 3 позиции. Надеюсь, что вы выбрали уже. Да? Значит, после сигнификации мы рассмотрим, скажем, 3 сравнительных характеристики. Чувства, которые он демонстрирует, чувства, которые у него истинно к вам, и что-то, что он скрывает от самого себя, да? Что он не осознает. 2, 3 идут в ожидании. Начинаем с единичек. Не самая лучшая сигнификация, да, 7 мечей. Это человек, который может подставить, человек, которому нельзя рассказывать какие-то свои тайны, свои секреты, потому что в начале ваших отношений он очень мягкий, очень, вы знаете, эмоционально доступный, кажется таким. И очень быстро входит в доверие, я бы так сказала. Да? То есть этот мужчина, он подкупает своей простотой, своей открытостью и кажущейся искренностью. На самом же деле все ваши секреты, которые вы о себе рассказываете, да, или которые он подмечает, когда вы говорите о чем-то другом, этот человек складирует. У него есть такая мысленная записная книжка, в которой он складирует ваши секреты, для того, чтобы потом ими воспользоваться. Значит, здесь 7 мечей именно об этом. Значит, сам по себе мужчина ищет женщину постарше. Не намного старше, не на 20 лет, да, но вот в районе 4, 7, 9, может 10 даже лет. Вот. Почему? Потому что он считает, что женщины его возраста его не понимают. Они как будто бы для него слишком глупы, как он говорит. Значит, у них очень много требований, у них очень много какого-то мусора в голове. Это все я с его стороны рассказываю. Вот, значит, а он же чувствует себя на самом деле жезловым королем, которого может понять и раскусить только более зрелая женщина, опытная, которая может увидеть в нем красивую душу и не будет ничего требовать. Вот, значит, я не могу сказать, что он прям не хочет ничего давать женщине. Он хочет давать. Для него вообще было бы очень даже приятным вот это ощущение того, что он молодец, да, что он как-то реализовался, если бы он мог своей женщине вот все что угодно, да, все, что она хочет, подарить, все, что она хочет, дать. Но проблема в том, что у него то ли не получается заработать денег, то ли он развелся со своей женой, и у него отобрали вот какую-то такую, знаете, хорошую половину имущества.
Потому что здесь может быть момент того, что парень наш совсем недавно был женат еще, да, или он жил с какой-то женщиной на постоянной основе, или мечевую королеву нам дают, да, как образ его матери. То есть или он жил с мамой долгое время, и, в принципе, имущество, которое он зарабатывал, которое она зарабатывала, это некое общее имущество, да, или это жена. Значит, и получается так, что, в принципе, он и хотел бы своей женщине что-то давать, но пока нечего. Я бы так сказала, пока нечего дать. Вот, значит, хочет выглядеть он, конечно, жезловым королем, хочет выглядеть императором, щедрым, всемогущим, властным. Я тебя защитю, иди ко мне. Вот. Но на самом деле очень часто поступает по шуту дураку. То есть когда по тем или иным причинам он не выполняет свои обязательства, а это бывает часто, он делает вид, что он и не брал этих обязательств, или что вы его не так поняли, понимаете, что вы его не о том просили, что он ничего не обещал, он сказал, что он подумает, понимаете, то есть этот человек может взять на себя какую-то ответственность, что-то пообещать, а потом, знаете, вот как-то слиться из этого обещания и сделать вас виноватой. Вот какие-то такие качества нам здесь показывают. Хорошо, ну давайте будем смотреть, какие чувства он вам, то, что меня тут подтянет немножко, демонстрирует, какие чувства он вам демонстрирует. Угу. Какие чувства у него истинны к вам? И что он скрывает от самого себя. И что он скрывает от самого себя. Так, сейчас я немножко их размещу покрасивее. Тин-тин-тин. Все, по-моему, и вам тоже хорошо видно. Итак, давайте разбираться. Что он демонстрирует? Что он любит вас? Он вам демонстрирует. Он, понимаете, здесь такая интересная демонстрация. Я тебя люблю, но я буквально давлюсь этими чувствами. Я или тебе о них ничего не скажу, или ты должна видеть в моих глазах эту боль, эту любовь, но я не буду действовать. Понимаете, здесь человек как будто бы демонстрирует наличие чувств, которые он не выражает никак. Догадайся сама или, да, прояви ко мне внимание, чтобы я знал, что мне можно действовать. Или покажи мне, что я тоже тебе не безразличен. То есть здесь мужчина демонстрирует чувства, но также он демонстрирует свое сдерживание этих чувств. Что якобы я-то тебя люблю, но я сдерживаю себя, я не буду действовать, я не буду тебя добиваться, я ничего этого делать не буду. Почему? Науке неизвестно. Вот, значит, безусловно, здесь очень много переписки. Показано, что ваши отношения могут быть тайными, вот, потому что разговор идет о каких-то тайных, таких, знаете, перекидываний сообщений. Ну, короче, вы поняли. Вот, значит,
И еще этот человек испытывает какую-то, знаете, безумную зависимость от вашего ума. Тело-то телом, понятное дело, здесь достаточно много эротических мечтаний в вашу сторону, но человек считает вас умнее себя, мудрее себя. Он считает, что вы женщина, которая может его поддержать и дать совет. И он испытывает вот зависимость прям от того, что вы скажете, от того, чтобы была возможность вам написать, задать вопрос. Понимаете? То есть как вы на что-то отреагируете. Значит, такое ощущение у меня, да, что у него сейчас нет возможности то ли открыто с вами общаться, то ли задать этот вопрос, может быть, вы поругались, да, с ним, то ли вы его, может быть, пристыдили за что-то. Поэтому, вы знаете, он как будто бы, типа, я зависим от тебя, я очень хотел бы поговорить, я очень хотел бы задать тебе какие-то вопросы, но я себя держу, я себя сдерживаю, говорит он. Что у него к вам истинно? В принципе, то же самое, что он и показывает. Я бы сказала так. Вы очень важная женщина, этот человек вас любит, и здесь присутствует элемент выбора, то есть он вас выбрал для себя. Значит, обстоятельства ваших отношений могут быть разные. Вы можете быть оба несвободны, или кто-то из вас не свободен, или в разных странах, но вот он как-то вас видит своей императрицей, он видит вас своим миром. Он говорит, что это женщина, которая для меня целый мир, но она делает мне больно. Мое сердце рядом с ней разбито. Разбито оно не совсем вами, оно разбито некими обстоятельствами. Скорее всего, есть некая невозможность вашего общения, да, ну или там, может быть, он беден слишком, не может потянуть вас, или, может быть, у вас есть много деток, да, и он их не может потянуть. Ну, то есть вот здесь есть какие-то такие обстоятельства, которые вроде как он не формировал, да, вот они просто между вами есть. Вот, значит, истина у него тоже чувство любви к вам, истина у него разбитое сердце. Он считает, что ему с вами повезло, что вы его удача, что вообще в принципе встретить свою императрицу, встретить ту самую женщину, это огромная удача. И он говорит, мне повезло, что вот такая женщина у меня есть. А что же он скрывает от самого себя? Вот здесь самое интересное, мои дорогие. То, что он скрывает собственный нарциссизм. На самом деле этот человек глубочайший эгоист. И внутри него существует, знаете, такая яма, которую постоянно нужно наполнять чужими эмоциями. И вы знаете, как будто бы эмоции заходят, но дно в этой яме, да, оно такое пористое, рыхлое, и постепенно эти эмоции впитываются в дно, да, как бы яма снова пустеет. И ему опять нужны эти эмоции. То есть здесь человек питается чужими эмоциями, в частности, вашими эмоциями. И ему постоянно нужно выводить вас в какую-то эмоциональную фазу, чтобы вы вспылили, что-то ему такое сказали, поругались или наоборот, очень сильно любили его, признавались в любви, хотели какой-то ласки, понимаете? Ему все время не хватает эмоций, потому что внутри глобальная яма. И у него как будто бы нет своих эмоций, которыми он мог бы эту яму заполнить. И ему нужно вас постоянно провоцировать. Что он скрывает от самого себя? Что по большому счету, он не особенно способен кого-то любить. Он воспринимает процесс завоевания женщины, да, ее какое-то обольщение, хитрость, какие-то, знаете, манипуляции во время этого обольщения. Он это все
принимает за любовь. Он это все воспринимает как «я люблю», «я влюбился». Но на самом деле внутри него очень много холода и очень большое желание какого-то признания, чтобы вот его признали, понимаете, признали классным, признали самодостаточным, настоящим мужиком. И вот эти вот чувства такие смутные, знаете, как будто не хватает своих эмоций, все время какой-то эмоциональный голод у человека, желание вывести вас на эти эмоции, да, подпитаться за ваш счет. И, знаете, такое вот желание как-то очень-очень быстро завоевать и взять власть в свои руки. Вот это все, да, очень сильно напоминает зацикленность все-таки на себе, потребность во власти, а никакую не любовь. То есть здесь у нас все очень хорошо, но подсознательно этот человек не особенно способен любить. Он зациклен на себе, по звезде он считает себя просто каким-то вот просто, нереально крутым, уникальным, эксклюзивным человеком на всей Земле. И испытывает глобальную потребность, чтобы люди восхищались им, да, падали ниц перед ним. Ну и, соответственно, вы тоже. Ну вот так. Вот что нам сегодня показали. Благодарю вас, единички. Сейчас будем двигаться далее. Двоечки. Да здравствуйте, кто к нам пришел. Такой, знаете, кайфажор. Человек, который говорит, главное, чтобы мне было хорошо. Чтобы у меня была моя собственная зона комфорта, а остальное меня как бы вообще не особо волнует. Между вами переписки. Любовные переписки, которые, может быть, вообще никогда не выйдут в какой-то реал. Может быть, они были в реальности, да, то есть вас там много. Может, они были в реальности, и, то есть встречи были в реальности, а сейчас это все превратилось в переписки. Что можно сказать о мужчине? Что переписки он ведет не только с вами. На самом деле. То есть здесь какие-то множественные любовные переписки в разном формате, с разными женщинами. Человек за счет этого как-то, знаете, подпитывает свое эго или же, может быть, финансовый канал. Хотя здесь о деньгах ничего не сказано. Да, это я уже добавляю от себя как, некое дополнение. Значит, сам по себе мужчина. Во-первых, женат. Во-вторых, человек может заниматься гипнозом, НЛП, использовать какие-то вот эти, знаете, знания влияния, знания о влиянии на человеческую психику. Он прям это делает, он это любит, и он умеет быть внимательным в общении с вами. И любой разговор повернуть так, что вы будете выполнять то, что ему необходимо. Манипуляция это, гипноз это, НЛПшные какие-то методы, но он это использует. И еще он очень часто использует вызывание жалости к себе. Он может жаловаться, он может в какой-то ссоре, да, делать из вас монстра. Да, ты что? Мне было так плохо, мне было так больно, а ты так себя повела, ты была холодной, ты замолчала, ты не дала мне денег, к примеру, да? Вот, то есть здесь мужчина глубочайший манипулятор. И самое интересное, так как здесь много переписок, нам показывают, что он в одной переписке строит из себя такого богатого императора зажиточного, в другой мягкого кубкового короля, который под всех подстраивается. В третьей он может говорить о гипнозе, он может говорить об эзотерике, что я вот как бы знаю, я занимаюсь магией, может быть, да, вот. В четвертой он строит из себя такого, знаете, юношу с раненым сердцем. Это человек,
актер по природе своей, да, может быть, не по профессии, а именно по природе своей. И он везде, то есть с каждой следующей женщиной надевает новую маску и играет новую роль. Ему вот прям все по приколу. Все по приколу. Много общения, много эмоций, везде разные роли. Он вот как-то живет этим, веселится, радуется. А по большому счету это такой, знаете, ребенок в теле взрослого человека, который не наигрался в какие-то игры. Вот нам показывают мужчину, да? И прям переписки за переписками, переписки за переписками. Хорошо. Давайте посмотрим, что он вам демонстрирует. Что он вам демонстрирует? Что у него к вам истинно? Что у него к вам истинно? Что он скрывает от самого себя? Так, что он демонстрирует? Ну, на сегодня демонстрирует охлаждение, что все закончилось. По карте смерть здесь как будто бы идут игры, да, то есть пошла такая манипуляция игнором, манипуляция окончанием отношений, что человек как будто бы говорит: я проявлялся очень ярко, я проявлялся очень активно, я писал тебе, но ты долгое время не хочешь встречаться. Или ты встречаешься со мной, но не ложишься со мной в постель. Или там не хочешь каких-то эротических переписок, например. Вот. И он такой, типа, вот сейчас я отойду в сторону для того, чтобы ты хорошенько подумала, женщина, да, над своим поведением. Вот. А здесь идет демонстрация выхода из отношений. При этом, чтобы вас держать на крючке, да, он оставляет какую-то такую, знаете, эмоциональную щелочку, я бы сказала. Вроде как я закрываю дверь, да, но оставлю эмоциональную щелочку. Как-то он это все так повернул, что вы думаете: ну он же любит меня, он же хочет меня, он без меня там страдает, он там в своей жизни ночью не спит, как он думает обо мне. И при этом он никак не проявляется к вам. И он никак не демонстрирует свои чувства. Да? Это все в ваших мыслях, но появилось оно там не случайно, а благодаря его манипуляциям. Вот. Значит, вот какие сейчас идут демонстрации. Что на самом деле? На самом деле он веселится, гуляет, у него есть другие варианты развития отношений. На самом деле у него здесь очень много вариантов. Пристроить свой жезл, переписаться с кем-то эротически, получить какие-то сисечки по ну, там, в виде фото, да, нюцы какие-то. Вот. Значит, здесь на самом деле истинных чувств к вам нет никаких, и никому нет этих истинных чувств. Он говорит о том, что он к вам пришел за удовольствием. Человек находится в девятке кубков. Здесь девятка кубков не уходит. 1, 2, 3. То есть человек
живет для удовольствия, для кайфа, для наслаждения. Плевать он хотел на какие-то истинные чувства. Плевать он хотел на то, что вы там, какие-то планы у вас, семья, дети. Ты что там с дубу рухнула, да? Как бы я пришел удовольствие получить, давай кайфовать, подруга. Вот, то есть истинных чувств у этого человека нет к вам. Нет ни к одной женщине, с которой он переписывается. Потому что со всеми вами он переписывается для получения дофамина. Для того, чтобы выработался гормон удовольствия в процессе вот этих поглаживаний. Да? Потому что когда вы ему пишете, отвечаете, присылаете фоточки, какие-то разговоры такие ниже пояса начинаются, да, все, у него идет выработка вообще просто и дофамина, и может там целый дофаминовый коктейль, да, то есть что-то такое у него там происходит, он кайфует. Вот это его истинные чувства. Нет никаких чувств. Это не чувство. Это не чувство, это погоня за удовольствиями. Что он скрывает от самого себя? Он скрывает от самого себя то, что он не хочет смотреть на реальность. Он бежит от реальности, он не хочет ее видеть. И он не хочет думать о своем сегодняшнем дне, о завтрашнем дне, о том, какую роль он вообще в этой жизни играет, о смысле своего существования. Он ужасно убегает от всех этих вопросов, как будто бы, знаете, вот маленький ребенок, который закрыл глаза, уши, бежит куда-то, мама, все, не говори, не говори. И вот этим вот стремлением постоянно кайфовать, кайфажорить, этот человек бежит от своей реальности. Понимаете, просто однажды, когда ему будет лет 60-70, если доживет, да, он просто оглянется оглянется назад, да, мысли бегут впереди, значит, а он совершенно один. И никто из этих женщин, с кем он там переписывался, вел романы, на него не посмотрит, потому что он уже опарафинился перед каждой из них. Они уже поняли, что это все обман, что это все иллюзия, это все игрушки. Вот. И, соответственно, да, вот такие люди, они очень плохо заканчивают в полном одиночестве, нахрен никому не сдавшиеся. И он скрывает сам от себя, да, подсознательно страх оказаться в одиночестве, страх оценить себя, ну вот как-то полностью себя разложить по полочкам. Кто я, что я за человек, что я из себя представляю. И вот этот момент, да, что он вот этими тусовками, кайфом, может быть, алкоголем, женщинами закрывает собственный страх. Короче говоря, девочки, мои дорогие, здесь все не у вас. Этот человек, он имеет много женщин, он как-то вас вот как личность, к моему сожалению, не видит. Он видит вас как, ну, еще одну женщину, способную дать ему удовольствие, да, порадовать его тело, порадовать его мысли, вызвать у него вот этот вот дофаминовый всплеск. Как-то так. Благодарю вас, двоечки. Двигаемся дальше. Троечки. Есть зависимый человек, живущий в каких-то своих иллюзорных реальностях. Этот человек или пьет, или принимает наркотики. Он постоянно в измененном состоянии находится. Это очень болезненное состояние у него. Сейчас он пытается выйти из зависимостей своих, пытается выйти через духовность, может быть, подался в какие-то духовные учения, что-то такое изучает, может, там тоже магию изучает, да, не исключу, что черную. Вот. Может быть, он занимается медитациями, йогой, погружением в себя. Вы знаете, человек долгое-долгое время находился в зависимостях.
Его сознание все время колбасило. Вы же знаете, что это жутко ломает, да, внутренне, вот, ломает мозг, ломает восприятие, ломает сознание, вот эти вот все зависимости. И человек решил из этого выйти и, значит, выходит при помощи духовных учений. Но, в принципе, правильная история, да, правильный путь, но он прыгает постоянно из одного в другое, потому что то, что он делает, это побег от своей зависимости. Это не лечение, да, это не исцеление, это побег. Я убегаю от демона, который гонится за мной. Я убегаю от демона, который всегда меня поджидает за углом. Или который выходит из соседней комнаты. Я все время увидела его и опять бегу. Понимаете? То есть ему безумно хочется бухать или там наркоманить. Сумасшедшая просто существует зависимость, но при этом он притворяется, что при помощи медитации он из этого может выйти. Или при помощи каких-то практик он из этого может выйти. Как-то так. Значит, сам по себе человек очень незрелый, и его зависимости, они сложились из страха перед взрослой жизнью. Он может быть любого возраста у вас, на самом деле, но этот человек боится принимать решения, человек боится жизни как таковой, боится действовать, боится идти устраиваться на работу, боится поругаться с начальником, если он где-то работает, да, то есть он все время боится, он очень невыросший такой мальчик. Понимаете, такой вот невыросший мальчик. И вот этот страх, собственно говоря, да, он его постоянно глушит, звучит у него каким-то там голосом в голове. И вот он и пытается, да, то в лес, то в под дрова. То пойду я стану магом и волшебником, то я пойду йогом стану, то я поеду в ашрам, буду там проходить практику молчания. Вот. А то я опять вернусь к бутылке и буду бухать в течение года, да, и вообще никто ко мне не приходит, я буду валяться на полу. Вот как-то так. Вот как-то так. Он сконцентрирован на себе, на своей персоне, на своих зависимостях, на том, как это можно побороть безболезненно, как можно сделать так, чтобы к этому не возвращаться, но он все равно к этому возвращается. То есть здесь человек очень зависимый, и у него вот прям постоянная борьба. Хорошо. Что он демонстрирует в вашу сторону? Что он демонстрирует в вашу сторону? Какие чувства? Дьявольская любовь. Я тебя люблю, как самый настоящий дьявол. Да, демонстрирует он какие-то нереальные чувства, нереальное притяжение, может написывать вам там с утра до вечера, а может, знаете, еще как, его колбасит немножечко так в разные стороны, и он может написывать вам там 2 дня кряду, и вы не знаете, уже боитесь к телефону подойти, а потом пропасть на неделю. Молчание ягнят. Потом он появился, да я плакал, я целые ночи о тебе думал, я люблю тебя, понимаете? Зависимые люди, они зависимы во всем. Здесь разговор идет не только о том, что он, допустим, любит выпить. Здесь говорится о том, что даже в любых отношениях он сразу вот прилепляется, он становится очень зависимым. Короче говоря, человек демонстрирует вам свою любовь, которую невозможно удержать, потому что она вся дьявольская. Он весь порабощен этим дьяволом, то бишь вами. Он весь находится в зависимости от вас. Вы его дьяволица, и вы его страшно возбуждаете, вы его маните, тянете, и он как привязан к вам канатами. Вы как какая-то сладкоголосая сирена поете, и он не может сдержаться, прыгает с корабля в воду, чтобы утонуть. Понимаете? То есть прям он демонстрирует вам свою зависимость, демонстрирует свою любовь, хочет вас, любит вас. Господи ж ты, Боже ж ты мой. Вот. Но при этом поведение его очень странное. То к вам, и вот прям не отходит от вас, не отходит, понимаете? То неизвестно почему
свинтил, да, и неделю его нет, или 2 недели его нет. Вот, как-то так. Теперь истинные чувства. Истинные чувства здесь, понимаете, это некая просьба о помощи, наверное, так можно сказать. Когда человек хочет, чтобы вы помогли ему. Он не может справиться с собой, он не может справиться со своими пороками, он о них знает, и он их признает. Он говорит, например, я алкоголик, и это неправильно. Да, я должен с этим побороться. И это портит мне жизнь, это испортило мне здоровье, психику. То есть он это понимает. И истинно к вам, вот он как будто бы, знаете, обращает свое сердце, да, пожалуйста, исцели, пожалуйста, помоги, найди способ, как мне от этого уйти, найди способ, как мне от этого отказаться. Он борется с собой. Основа вот его сегодняшнего существования, да, это борьба со своими вот этими низшими потребностями. И в вас он видит женщину-спасителя, потому что вы целостная, вы знаете, что вы хотите. Вы выглядите так, как будто бы вы уверены в завтрашнем дне. Понимаете? То есть, несмотря на нестабильность вокруг, вот вы какая-то такая, знаете, уравновешенная, спокойная, очень-очень гармоничная. И он хотел бы, знаете, вот этой гармонию. Или даже, знаете, не то чтобы урвать от вас гармонию, а вот как будто бы войти в вашу жизнь, войти в ваш энергетический поток и остаться там. И тоже вот, чтобы эта гармония коснулась его, чтобы она его излечила от его зависимости. Вот. Может быть, здесь уже, кстати, зависимости довели человека до каких-то странных голосов в голове, да, до какого-то расстройства. И вот он прям паникует. Истинно, этот человек очень нуждается в вас, как в целителе своей души, как в целителе своей головы, как в человеке, рядом с которым ходит счастье. Понимаете? То есть вот он прям считает, что рядом с вами, и ему будет хорошо. Обязательно счастье придет, и все получится. Понимаете? Я бы не сказала, что это любовь. То есть он прям демонстрирует любовную любовь, а внутри истина это скорее потребность в исцелении. Потребность в исцелении. Что же он скрывает сам от себя? Что он скрывает сам от себя? Он скрывает сам от себя, что он скорее использует вас и использует, может быть, еще каких-то людей, которые хотели бы ему помочь. Потому что, ну вот, по большому счету, внутри него перевернутый иерофант. Значит, вот в таком сочетании я бы сказала, что он просто ничего не хочет. Этот человек устал от жизни, он как будто бы сломался, понимаете? Может быть, много лет находится в зависимостях. И это уже просто сломало его психику, сломало его душу, его сердце. Он не хочет никакого исцеления. То есть, что он от себя скрывает? Да то, что он знает, что ничего не получится. И что любое обращение к вам за помощью, спаси меня, помоги мне, стань моим целителем, любое стремление выстроить отношения с вами, это все равно все обман. Он использует вас, чтобы иметь какую-то надежду на то, что еще возможна какая-то лучшая жизнь для него. Но внутри себя подсознательно он знает, ничего не получится. Я капризный человек. И когда что-то пойдет не так, или когда перевесит стресс, или будет любой другой спусковой крючок, я снова нырну в своей зависимости. Я снова напьюсь, я снова
там, я не знаю, как он себя ведет, может быть, в этом состоянии, да, там буду вести себя агрессивно, всех обвинять, и вообще, как бы, я вам тут всем устрою. Ну вот. То есть, по сути, подсознательно он знает, что ему очень хорошо в этих состояниях зависимости, и не хочет он с этим бороться. Просто вот как-то, знаете, то в пустое, то в порожнее, как говорится, его здесь кидает. Вот. Любовь ли это? Ну, такая, знаете, боль, болезнь внутренняя, отчаяние, я бы сказала, пустота. Подсознательно он понимает, что и никого он не любит, и ничего он не хочет, и ни в каком спасении он не нуждается, и ничего из этого не получится. Но как лягушка в молоке, помните, да, ту притчу? Вот она бултыхается ножками, бултыхается, а авось из молока все-таки взобьется масло, и я выплыву. Вот. Хотя подсознательно понимает, что масло никакое не взобьется. Значит, подсознательно его чувства не про вас, все это про него. Истинные чувства тоже про него. Ну вот, демонстрация чувств здесь про вас. Да? То есть ему же как-то надо вас завлечь, привлечь, чтобы вы ему помогали, чтобы вы его целили. Вот он изо всех сил старается. Ну что, мои дорогие, ну вот такой сегодня у нас получился разбор. Я благодарю вас за ваше внимание. И, как обычно, хочу пожелать вам только одного. Встретить свою настоящую любовь и не потерять в ней себя. Ну а мы увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока!